Расположенный во враге возле Трифонова монастыря стадион «Трудовые резервы» был некогда одним из лучших в городе Кирове. В 50-е и 60-е годы 20 века здесь проходили регулярные футбольные матчи, соревнования легкоатлетов. Всего спортивное сооружение вмещало около 10 тысяч человек. Страшная трагедия, произошедшая 25 мая 1968 года, фактически уничтожила стадион и искалечила жизни многих его гостей. 25 мая 1968 года на стадионе «Трудовые резервы» должно было состояться театрализованное представление «Есть на свете Москва», посвященное истории страны от гражданской войны до Парада Победы. Спектакль давал Московский театр массовых представлений, входящий в структуру Росконцерта. В гастролях в Кирове были задействованы 89 артистов театра и еще 36 приглашенных. Для участия в массовке представления были привлечены как иногородние кадры, так и местные жители, студенты вузов, учащиеся школ и военнослужащие. Батальные сцены планировалось сопроводить пиротехническими эффектами, а в конце представления должен был состояться фейерверк. Организаторы мероприятия прибыли в Киров с большим количеством пиротехнических изделий, рассчитанным на несколько десятков последующих представлений в других городах. Общий вес дымного пороха составил около 200 килограмм, а пиротехнических звездочек – 900 килограмм. Взрывоопасный груз складировали в деревянном административном помещении стадиона «Трудовые резервы». В здании был балкон, на котором во время представлений сидели высокопоставленные гости, а внутри находился буфет. 22 мая, в соответствии с требованиями безопасности, при проведении массовых мероприятий, инспектор Кировской пожарной охраны проверил готовность стадиона к представлению, о чем и составил соответствующий акт. Однако проверка была проведена до приезда реквизита и складирования пиротехнических веществ, в том числе и пороха. Осуществлять пиротехнические эффекты должны были лица, зачисленные на штатные должности пиротехников. Поскольку у театра не было своей пиротехнической мастерской, то руководство заключило договор с мастерской Ставропольского парка культуры и отдыха на выделение 4 пиротехников. Но в силу различных причин 25 мая на стадионе работал только один пиротехник Березинцев. Представление должно было начаться в 18 часов. Режиссеры суетились, отдавая последние указания и рекомендации. Артисты гримировались в ожидании выхода. Зрители постепенно заполняли трибуны. Всего было продано более 10 тысяч билетов. Стадион был заполнен примерно на 75%. Зрители с нетерпением ожидали начала представления, а пиротехник в одиночку спешно доделывал последние штрихи, пока в один момент не увидел в складском помещении огонь. В этом помещении хранилось около тонны пиротехнических изделий. Пиротехник ринулся к складу, чтобы предотвратить возгорание, но не успел. Через минуту он вбежал в комнату, а в 17 часов 40 минут прогремел первый взрыв. Зрители на трибунах стадиона приняли его за сигнал к началу спектакля. Однако обрушившийся балкон с людьми, крики, стоны раненых мгновенно отрезвили публику. Стадион мгновенно охватил ужас. В охваченное пламенем здание кинулись милиционеры и военные, и в это время произошел второй взрыв. Этот взрыв был такой силы, что в расположенных поблизости кварталах вылетели оконные стекла. Из деревянного здания во все стороны начали вылетать фейерверки, спортивные гранаты и разное оборудование. Все это полетело в зрителей. Началась массовая паника. И так как весь периметр стадиона был обнесен 2-метровым забором, люди в поисках спасения устремились к центральному выходу. На выходе образовались заторы. Тогда часть людей побежала ко второму выходу, под огнем разлетающихся во все стороны петард и фейерверков. Изначально для обеспечения пожарной безопасности во время представления были выделены 2 пожарные машины с боевым расчетом. Заступить на дежурство они должны были в 17 часов 30 минут, но первая машина ушла из пожарной части лишь в 17 часов 39 минут. За ней
Немного позже ушла вторая. Пока они добрались до места, прогремели 2 взрыва, а у стадиона дежурили 2 машины скорой помощи. Пожарные машины не могли проехать через обрушившиеся завалы. Центральный гидрант был погребен под обломками строения, и воду для тушения приходилось брать из Ежовского пруда. Быстрому развертыванию шлангов мешали толпы людей. Были вызваны все пожарные машины как городских частей, так и с предприятий. Последняя машина прибыла в 17 часов 58 минут, а уже в 18 часов 14 минут пожар был ликвидирован. Слухи о массовой гибели людей во время взрыва на трудовых резервах сразу же облетели весь город. Уже через час после трагедии о ней сообщили ряд западных радиостанций. При этом официальная информация тщательно фильтровалась, а позже и вовсе была засекречена. Учитывая то обстоятельство, что число погибших и пострадавших было под секретом, слухам способствовало распоряжение, отданное ряду предприятий города на изготовление гробов без конкретных цифр, так как вначале было еще неизвестно точное количество погибших. Только 28 мая в прессе появилось несколько строчек: соболезнования партийно-советских органов семьям, родным и близким погибших в результате несчастного случая, произошедшего на стадионе «Трудовые резервы». С пострадавших взяли подписку о неразглашении сведений о случившемся. Долгое время информация о трагедии была недоступна для широкого круга людей. По окончанию проведенного следствия 30 октября 1968 года, спустя 5 месяцев после трагедии, было установлено, что от взрыва пострадало 111 человек, среди которых 41 школьник. Погибло 39 человек, 11 школьников и 28 взрослых. Большинство из погибших в момент взрыва находились на балконе и в административном здании. В 1968 году УВД Кировской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность». По нему проходило 7 подозреваемых. Из приговора суда следовало, что взрыв произошел по вине пиротехника Березанцева, допустившего грубые нарушения правил работы со взрывчатыми веществами. По итогам суда директор Московского театра массовых представлений был приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Остальные фигуранты дела о взрыве получили незначительные тюремные сроки от 6 месяцев до 1,5 лет. 30 мая Кировский горисполком вынес решение выплатить 16 пострадавшим и 16 семьям погибших от взрыва из городского бюджета по 100 советских рублей. По результатам проведенного расследования Кировской трагедии летом 1968 года вышел приказ по Министерству культуры о вводе в штат учреждений культуры должности старших инженеров и инженеров по технике безопасности. В том же году Верховный Совет РСФСР издал постановление, которое возлагало ответственность за перемещение пиротехнических средств и самого пороха за органами внутренних дел.